В тот вечер Рон шел по своей улице, направляясь в закусочную. Он неспешно шагал, вдыхая прохладный воздух. Все было спокойно, пока не раздался рев мотоциклов. 5 байкеров начали кружить вокруг него, громко газуя и насмехаясь. Один из них, Чарльз, был особенно агрессивен. Он подошел к Рону, обыскал его карманы, разочарованно обнаружив, что у старика не было ни денег, ни бумажника. Узнав, что Рон направляется в закусочную, байкеры начали смеяться. Они решили, что он идет туда выпрашивать еду. Они заставили его провести их туда и выпросить еду и для них. А иначе они угрожали расправой. Когда они пришли в закусочную, издевки байкеров усилились. Они мешали другим посетителям, угрожали им и издевались. Когда Рон сделал заказ, Чарльз выхватил еду и заявил, что отдаст ее только в обмен на новый заказ для всей банды. Попытка официантки вмешаться была встречена угрозами. Рон не стал спорить. Он достал телефон и сделал звонок. Байкеры хохотали, уверенные, что он вызывает полицию, и что это бесполезно, ведь у них есть связи. Но когда Рон закончил звонок, Чарльз увидел имя на экране телефона и побледнел. Имя было слишком знакомым. Это был мэр города. Байкеры попытались сделать вид, что это блеф. Но спустя несколько минут у закусочной завыли сирены, прибыли полицейские. Те самые офицеры, на которых байкеры рассчитывали. Но теперь у них были серьезные лица. Без слов они надели на всех 5 наручники. Один из офицеров объяснил, что они действуют по прямому указанию мэра. Для всех в зале это стало откровением. Но Рон был не просто знаком с мэром. Он был человек, который жертвовал миллионы на нужды города. Он помог мэру получить образование, помог начальнику полиции, построил приют для бездомных. Даже лидер байкерской банды когда-то получил от него стартовый капитал на мастерскую. Чарльз и остальные приехали из соседнего района и хотели проявить себя. Но они выбрали не того человека. Когда мэр и лидер байкерской банды прибыли к закусочной, они извинились перед Роном и поклялись, что виновные понесут наказание. Рон, как всегда, был спокоен. Он поблагодарил всех за поддержку и попросил, чтобы наказание было справедливым. Суд приговорил байкеров к нескольким неделям ареста. А банда исключила их из своих рядов, пообещав, что больше никогда не потерпит такого поведения. Город вновь обрел покой. А имя Рона стало не просто уважаемым, оно стало символом силы, достоинства и справедливости. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.